Сегодня я хочу вам показать вот такую шкатулочку. Это подарок к Новому году. То есть она вся такая сверкающая, блестящая. О! И с сюрпризом. Ребенок уже успел положить сюда свои сокровища. Вот такая внутри. Снежинка блестящая. Она восьмиугольной формы. Небольшая. По размерам она получилась. Вот. Узкий край 17 сантиметров. И по диагонали 18 между углами. На высоту если смотреть с крышкой 6,5 сантиметров. Небольшая совсем шкатулочка. И вот сейчас я буду показывать вам, как я ее делала. Хорошего всем просмотра. Я беру трубочки. Вот у меня трубочки покрашены колером строительным. Цвет бордовый и красный соединен. Получился вот такой, не знаю, красно-коричневый цвет. Без добавления белой эмали. Трубочки накручены на спицу 1,2 миллиметра. Полоса 7 сантиметров на 30 бумаги. Буду оплетать вот такую коробочку. Не смогла отказаться, мне так понравилась форма. Это я купила чай к Новому году, вот такой в эпицентре. И хочу сделать вот такую коробочку по этой форме. Так, здесь я взяла 24 трубочки, соединила их по 2, склеила и сложила вот такое донышко. Здесь проклеила. То есть у меня будет 24 стойки. Так, теперь начинаю оплетать. Беру трубочку одну с толстого края, смазываю клеем немножко и подвожу под самую нижнюю. Вот так. И начинаю оплетать вот таким образом. Просто один сверху, один снизу виток. Я знаю, люди делают это, плетельщицы делают это на весу, но у меня на весу не получается. Мне удобнее на столе это сделать. Приподнимаю вот так. И вот последнее, где у меня получилось начало, я его придерживаю и подвожу трубочку под низ. То есть у меня получается начало между рабочей трубочкой и стойками. Вот оно закрепилось. Поправляю тут. И проплетаю еще раз, еще один круг. Точно так же. Вот я проплела 2 круга. Здесь подтягиваю. Так. И дальше буду плести немножко разводя. Вот здесь вот стоечки. То есть у меня будет дальше идти средняя. То есть я плету над первой, под второй. Вот так. Над первой. Здесь плету наоборот. Под первой. То есть иду через один. Над второй.
под третий, над первой, под второй, вот так, над третий. Дальше под первой, над второй, под третий. Вот так. То есть чередую. Опять иду над первой, под второй, над третьей, под первой, над второй, под третий. Здесь опять над первой, под второй, над третий, под первой, над второй, под третий. И так продолжаю еще один ряд. Повторяю то же самое. Так, вот я дошла до конца ряда. Вот у меня получилась такая звездочка. Теперь я отмечаю начало ряда, чтобы дальше не путаться. Одеваю биндер. Можно что угодно. Можно веревочку, резинку накрутить, согнуть просто. Так, и продолжаю дальше. Дальше я буду добавлять еще одну трубочку. И уже вести обычной веревочкой в 2 трубочки. Оплетать дальше донышком. Беру трубочку опять с толстого края. Капаю клеем немножко. И добавляю ее под вот эту трубочку, под вот эту стойку. Вот так. То есть я ее прижимаю. Так. И опускаю ее вниз. Вот так. А вот эту трубочку, которую я плела до этого, сверху. То есть она у меня оказывается прижата. И оплетаю веревочкой. Вот так вот. Разводя стойки. Так, выравнивая стоечки, плету дальше веревочкой. Вот я проплела круг, дошла до конца ряда. И дальше буду плести по спирали. Я проплела 7 рядов веревочкой в 2 трубочки. Дальше мне нужно нарастить углы. Это, так как у меня форма 8-гранник, мне надо сделать 8 уголков. Поэтому я следующие 2 ряда буду делать так. Беру трубочку, которая идет вниз у меня под стойку. Завожу под стойку, приминаю здесь и оборачиваю вокруг стойки. Вот так. Та трубочка, которая у меня должна идти сверху, она так и идет сверху. И дальше она идет под низ, так же, как и должна идти.
И это накрывает сверху. То есть веревочка дальше продолжается. Следующие 2 стойки я плету веревочкой. Вот так. И дальше следующую опять оборачиваю снизу наверх. Для того, чтобы у меня получилась вот такая вот петелечка. С той стороны оно не видно. Оно будет просто как обычное плетение выглядеть. А сверху будет как декоративное такое украшение. Оборачиваю трубочкой, которая снизу у меня прошла. Вот так. А эту трубочку ложу поверх и делаю как бы уголок из нее. Вот так. Завожу ее под низ. Эту сверху. Вот так. И так буду продолжать через каждые 2. То есть у меня идет одну наращиваю, как бы вокруг стоечки, 2 проплетаю веревочкой. Одну наращиваю, 2 проплетаю веревочкой. И так у меня получится 8 уголков. И еще один ряд я также сделаю. Вот я закончила 2 ряда. Вот у меня каждая угловая стоечка оплетена вот в 2 местах, 2 ряда. То есть каждая. Получилось вот такой вот 8-угольник. Теперь я буду поднимать стойки. Поднимать я буду веревочкой в 3 трубочки. Для этого я себе меняю рабочее место. Итак, для веревочки в 3 трубочки я беру дополнительную трубочку. И буду вот смотреть. Вот у меня при поднятии будет выглядеть вот так плетение. То есть я начинаю с моей первой трубочки, которая у меня отмечена биндером. Я за нее завожу 3-ю трубочку. Вот так. И начинаю приподнимать. Вот так. И проплетать. Беру последнюю трубочку поверх 2 трубочек рабочих за 3-й стоячок. Приподнимаю. Здесь тоже вот так ноготочком. Вот так. Последнюю за следующий стоячок. Последнюю за следующий стоячок. Последнюю за следующий стоячок. Здесь наращу. Вот так. Обычная веревочка в 3 трубочки. Вот я дошла до конца ряда. И мне нужно завести последнюю трубочку за вот эту стойку. То есть 1, 2, 3. Для закрытия веревочки в 3 трубочки прямой нужно это сделать наоборот. То есть я беру не последнюю трубочку, а первую. Вот эти стойки подминаю вверх. Так. И первой трубочкой огибаю вот этот хвостик, прячу. Вот здесь вот приминаю его. Завожу за вот эту вторую трубочку. Мне нужно завести за вот эту стоечку. И последнюю мне нужно завести за вот эту. Сейчас вот покажу. Вот так должно получиться. Так, да, вот. То есть вот моя последняя. Здесь у меня, видите, выходила последняя трубочка, которую я добавляла. То есть это моя начало ряда. Вот. Так, следующий ряд. Я буду плести веревочку в 3 трубочки, но обратную. Для этого я беру последнюю трубочку, как обычно, только ложу не поверх 2 трубочек, а под низ. Приподнимаю их и завожу за стойку.
Вот так. И выравниваю еще больше стойки. Беру последнюю, завожу под 2 первые. Беру последнюю и завожу за стойку под 2. И получается, у меня получается вот такая коса. Плету так до конца ряда. Вот я доплела до конца ряда. И веревочку в 3 трубочки обратную я продолжаю плести так же, как и плела. То есть она, ну, по крайней мере, я ее закрываю таким способом. То есть плету дальше также, вот, приподнимая стойки. Так. Вот у меня вот закрывается вот здесь за последнюю стоечку. Вот так. Все. Вот я поставила форму. Она у меня стала идеально. Так, утяжеляю ее. И мне нужно еще угловые стойки поставить. То есть я сейчас в угловые стойки добавляю обрезки. Вот в данном случае вот здесь вот обрезаю. И капну клея сюда. Так, и обрезки небольшие. То есть мне достаточно будет вот на такую высоту поднять. Вот так. То есть я вставляю сюда шило. На краешек капаю клеем. И вставляю вот здесь вот с 2 сторон вот такой вот уголочек. Можно даже вот здесь вот скрепить вверху бумажным скотчем. То есть у меня будет 2 стойки одинарные и на уголках тройные. Вот я добавила стойки, теперь буду оплетать. Вот эта трубочка, которая у меня рабочая идет из-за стойки выходит, я ее завожу перед стойкой. Перед стойкой за. Вот так. Выпрямляю перед стойкой за. Вот так. Эту трубочку веду наоборот. За стойками. Делаю из них уголок. Перед. За. Перед. И так далее. Плету ситец на нужную мне высоту. Вот я проплела ситцем 10 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И за стойкой еще 5 рядов. 10 рядов. Мне достаточно будет по высоте. Шкатулка небольшая. Так, добавляю еще одну рабочую трубочку. Вот сюда. Так, нет, наверное, сразу подрежу вот эти стойки дополнительные, которые я оставила, угловые. Вот так. Все подрезаю. Так, и добавляю стойку, оплетаю веревочкой в 3 трубочки обратной под низ
под низ, за стойку. Вот так. Под низ. Так, не хватает тяжести. Под низ, за стойку. Так, здесь тоже обрезаю лишнее. Так, под низ, за стойку захватываю эти корешки. Вот так. И так плету до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда и продолжаю в том же духе плести. Вот. Завожу за стоечку. Так. Так, вот я доплела до конца ряда. И мне нужно, вот если так вот видно, мне нужно вот эту трубочку продеть вниз за стойку, под стойку, вот сюда, вот сюда. Так, есть. Ага. И вот эту трубочку продеть туда тоже. Вот эту я просто обрежу. Вот тут вот. А вот эту я продену туда. И закрою все розгой. Закрою все розгой. Вот так вот. Сейчас я намочу трубочки хорошо. Стойки. Очень хорошо намочу, чтобы они были влажные. И закрою розгой. Сделаю загибку розгу. Так, буду делать розгу для загибки. Смотрим, во сколько трубочек. Здесь оставляю немножко места. Начинаю в любом месте. Три. Можно 4. Так. Так, здесь вот так вот делаю уголок. Завожу свободно, потому что мне придется еще вставлять. Так. И ложу трубочку поверх. Так. Завожу следующую. Здесь у меня уголок будет. Так. Здесь нужно вот так сделать. И так иду до конца. Делаю уголки. Немножко вот здесь. Вот у меня здесь тоже уголок.
Вот так вот. Вот я дошла до конца. Здесь мне нужно заправить под вот эту стойку. Угу. Справа налево не очень удобно. Как-то попривычнее плести слева направо. Так. Вот. Так. Здесь уголок немножко идет. Мне нужно заправить вот сюда. Так. Следующую мне нужно заправить вот сюда. Так не получится. Значит, освобождаем место. Так. Эту подрежем. Под 3. И под вот эту нужно. Вот она должна лечь сюда. Вот. Так. Теперь все поправляем. Вот получилась такая шкатулка. Единственное, сохранить углы. Коробочка здесь спрячется и подкрасится. А остается дело за крышкой. Итак, вот я приготовила заготовочку для крышки. Я сделала небольшой кружочек 7 сантиметров в диаметре из 2 картонок. Внутри проклеила двухсторонним скотчем и на него приклеила трубочки. Потом залила клеем дракон и под гнет проклеила. Заготовка готова. Так, теперь я начинаю оплетать ее 3 трубочками. Веревочкой в 3 трубочки. Беру вот в любом месте. На стоячки я делала трубочки, для того, чтобы они не успели пересохнуть, пока я сплету заготовку для загибки.
Так, вот буду плести вот так. Не знаю, рукой, может, закрываю. Так. Вот я доплетаю до конца ряда. Мне нужно завести последнюю трубочку за вот эту стойку. То есть это у меня раз, два, три. То есть я должна доплести сюда. Раз. Два. Вот я продолжаю сюда по рисунку, да. Прячу кончики. Сюда. Вот эту здесь обрежу. Потому что дальше мне нужно плести веревочку в 2 трубочки. И вот этой накрываю последнюю. Вот. Все, вот у меня закрылась веревочка в 3 трубочки. И дальше я плету. Буду смотреть по размеру, сколько мне нужно сплести. Вот мне нужно сплести примерно до вот этих пор. Потом добавить 2 ряда по уголкам веревочкой. Плету обычной веревочкой. Вот так. Плету нужное количество рядов. Вот я сплела 6 рядов веревочкой. И сейчас примеряю. Вот я смотрю, что можно уже оплетать уголки. То есть буду делать точно так же, как я делала и здесь. Дважды оплетаю уголок. 2 ряда. То есть первую, вторую стойку я проплетаю веревочкой, третью оплетаю вокруг. И потом дальше тоже первую, вторую веревочкой, дальше оплетаю вокруг. То есть беру стойку, которая у меня будет идти. Ага, мне нужно померить, с какой стойки начать. Чтобы у меня 12 часов было вот так. В принципе, да, уголок у меня вот здесь будет. Как раз на вот этой стойке. Так, та стойка, та рабочая трубочка, которая идет вниз,
Она огибает стойку. Вот так. Это снизу ложится поверх. И идет вниз. Так дальше веревочкой. Здесь веревочка, здесь. Дальше следующий тоже огибаю. Сейчас наращу. Наращивать лучше. Вот именно вот эти две стойки, где идет веревочкой. Потому что здесь уже идет огибание, уже сложно там будет. Вот я закончила 2 ряда для удлинения уголков. Вот у меня получился такой восьмиугольник. Так, и теперь я буду делать загибку розгу, но так, чтобы у меня трубочки, которые я ранее обрезала, чтобы они вышли не вниз, а сюда, в эту сторону, наружу. Поэтому я ее буду делать, переворачиваю свою поделку, крышку другой стороной. Вот эти трубочки рабочие, я их просто обрезаю. Вот так. Они сейчас у меня закроются. Так, на чем сейчас? Я снимаю трубочки, они мне больше не нужны. Так. И буду оплетать, делать розгу. Такую же самую, как и на самой шкатулке. Загибаю краешек, оставляю место для последних кончиков. Так. Следующий тоже оставляю место. Следующий стоячок тоже оставляю. И следующий. То есть 4 рабочие трубочки у меня в работе. Так. Теперь беру нижний. На уголок подтягиваю. Завожу сюда. Но не обрезаю. Следом ложу трубочку. Стоячок. Так. Беру опять последний. Завожу за стоячок. Ложу стоячок. Высоты маловато здесь. Вот так дальше. Беру последний. Завожу за стоячок. Ложу следующий. Так, теперь здесь нужно смотреть. Вот те, которые короткие, они должны остаться. Здесь делаю уголок. Завожу. Ложу стойку. Беру длинный. Завожу. Так. Ложу стойку сверху. Вот так. Дальше беру длинный. Ложу стойку сверху. Вот доходим до конца. Так. Вот эту трубочку мне нужно просунуть сюда. И за ней же и стойку. Вот так. Теперь смотрим, вот эта длинная трубочка. Надо взять. Длинная. Нам надо ее сюда ставить. Вот так. Теперь, где у нас еще длинная? Вот.
Она у нас должна пройти вот сюда. Вот так. Тут уголок идет так. И еще у меня 2 длинные. Вот. Сюда, здесь уже под 3. Вот. Хочется показать. Так. Есть. Вот так. И последняя у меня должна пройти под вот этими 4. Вот. 4. 1, 2, 3, 4. То есть я должна вставить вот эту длинную. Вот она у меня. Так. Вот сюда. Вот так. Вот. Теперь нужно все подтянуть. Вот. Это была изнанка. Так, а это лицо. Теперь, насколько мне нужно, чтобы она зашла сюда от края. То есть где-то, я думаю, что сюда будет многовато, наверное. Хотя, наверное, не многовато, будет как раз. Вот сюда, в эту, между последним рядом веревочки и началом оплетания уголков. Вот в эту. Как раз по ширине будет достаточно. То есть ширина самого бортика плюс веревочка внутреннего бортика. Толщина веревочки внутреннего бортика. Поэтому берем наискосок. Вот эту трубочку вставляем в следующий виток. Так. Следующего ряда. Через 2 ряда. То есть беру ряд, который у меня идет вот здесь между 6 рядами веревочки и обмоткой вокруг уголков. Пропускаю наизнанку. С лица наизнанку. Так все стойки. Вот у меня получилась такая крышечка. Теперь я с этой стороны, с внутренней, сделаю самый обычный бортик. А с помощью веревочки, 2 трубочки. Беру 2 трубочки. Выравниваю стоечки эти. Завожу за одну и за вторую. И начинаю оплетать, подтягивая трубочки, выравнивая их. Стоечки. Вот так. И у меня должно получиться. Сесть крышка должна. Здесь не важно. Здесь можно делать это по кругу. Не обязательно восьмиугольная. Сделаю несколько рядов веревочкой по спирали.
Вот я проплела 3 рядочка веревочкой. А теперь последний ряд я буду плести, обрезая стойки. То есть я буду обрезать сразу. Подрезаю, оставляю всего лишь несколько миллиметров. Вот так. Так. И когда плету, получается, прижимаю вот так. Получается, вот так вот закрывается этот стоячок. Он и так хорошо держится, потом схватится при грунтовке, лакировке. Можно прокапать сюда клеем, прямо на сам стоячок. Вот я закончила, немножко все-таки подклеила. Вот эти корешки, которые остались, я подкрашу. У меня осталось немножко краски. И в некоторых местах у меня образовались потертости. Я их тоже подкрашу. Получилась вот такой внутренний бортик. Меряем на шкатулку. Вот, как раз не болтается.